Итак, видно, что сделаны уже первая грань, вторая грань и осталось сделать третью грань. Но здесь кроется важный момент. После загибания третьей, последней грани я уже не смогу ничего редактировать, поправлять, дорабатывать, рихтовать и так далее. Поэтому перед этим я порихтовал все, вывел все ребра на чистовую, подогнал к нагруднику. И теперь можно уже заканчивать треугольную вальцовку на боковых детальках. Треугольные вальцовки готовы. Сверху и по бокам. Но я обнаружил одну проблему. Когда я делал выкройку на заднюю часть, я не учел того, что боковые сегменты на передней части, они поднимутся повыше. И сейчас задняя пластина не дотягивается до необходимого уровня, чтобы образовать красивый полукруг для выреза под руки. Видите, в этом месте не хватает деталей. Поэтому мне придется переделать полностью заднюю деталь. К сожалению, так бывает, когда делается не очень знакомая вещь и подгоняется индивидуально под размеры.
Какие-то нюансы не удается, к сожалению, сделать с первого раза. Ой. Ну ничего, обычно за вторым подходом деталь делается быстрее. Я, наверное, даже засеку время, потому что первый раз я, наверное, делал спину часа полтора или два. И вот интересно будет, сколько со вторым разом уйдет время на это. Итак, грубая отковка заняла 20 минут. Это в разы быстрее, чем я делал первый раз. Просто сейчас я уже форму выучил и мне легко делать. Как видите, всего лишь за 45 минут можно изготовить заднюю пластину на кирасу. Феномен того, что первый раз делается дольше, в том, что главное понять свою ошибку. Если ошибка была не понята, то, скорее всего, быстрее вы не сделаете. Но если вы поняли, в чем была проблема, запомнили все свои действия. У меня был прецедент, когда я делал забрало для салита буквально целый день. У меня получилось сделать то, что я хотел, но металл был перетянут, металл был слишком часто нагрет, и в итоге это уже не подлежало дальнейшему использованию. Мне пришлось выкинуть эту работу и сделать второе забрало. Вышло так, что я тоже облажался, но делал уже 4 часа. И когда я сделал третье забрало, оказалось, что его можно успеть сделать буквально за 1,5 часа. Просто я выучил операции, я понял, какая у меня должна быть форма, понял, где я допускал ошибки и придумал, как их обойти. И в итоге я очень сильно ускорился. Такие моменты полезны тем, что если вы их запоминаете, то в будущем вы прогнозируете проблемные моменты в изготовлении кирасы, салита или ноги, и вы их начинаете обходить. Следовательно, вы становитесь более квалифицированным специалистом и делаете быстрее доспех.